История Средневековья неразрывно связана с крестовыми походами на Святую Землю. Трубадуры воспевали в своих балладах благородных рыцарей и коварных сарацинов, военные походы и создавали легенды о сказочных сокровищах и священных реликвиях, хранившихся в глубоких подземельях замков и крепостей. Сегодня о былых временах в Израиле напоминают только руины древних замков, разбросанных по всей стране. Осколками былой мощи и величия возносятся к небу полуразрушенные башни замка Ихиам. Толстые крепостные стены, арочные переходы и широкие залы, словно памятник человеческой гордыне и тщеславию, хранят эхо забытых сражений. Замок Ихиам за свою долгую историю неоднократно менял не только хозяев, но и свои имена. Первую крепость здесь построили тамплиеры, после них госпитальеры, тевтоны. Ну а в XVIII веке на руинах старой крестоносской крепости был возведен новый замок, который получил имя Джудин. И сделал это легендарный арабский правитель Галилеи. Замок входил в систему укреплений, которые служили передовой линией защиты города Ака, важного порта и столицы Второго Иерусалимского королевства, который расположен всего в нескольких километрах южнее. От великолепной церкви с высокой колокольней сегодня остались только одни руины. Замок был построен братьями-тамплиерами, рыцарским орденом, основанным на Святой Земле. Чуть позже он переходит под власть ордена тевтонов. Ну а пришедший в XIII веке сюда арабский полководец Бейбарс разрушает великолепный замок и эту церковь. Разгромив армии крестоносцев, Бейбарс уничтожает почти все, что напоминало об их славной истории на Святой Земле. Стены замка разрушены, его ров засыпан. Но история крепости на этом не заканчивается. Знаменитый бедуинский правитель Галилеи Дар-аль-Умар, окружив город Ака новой цепью укреплений, вспомнил, конечно же, и про крестоносскую крепость. И здесь он воздвиг свой замок. Ну а какой исламский замок может обойтись без мечети? Направление молитвы в мечети Кибле. Именно сюда поворачивались лицами верующие, взывая к имени Аллаха и пророка. Ихиам стоит на важном перекрестке древнейших торговых путей, которые проходили по побережью Средиземного моря с севера на юг, пересекаясь с узкими тропами вдоль глубокого ущелья реки Гаатон, уходящего на восток в горы Нижней Галилеи. Отсюда с вершины этой башни открывается потрясающий вид практически на всю западную галерею. Это господствующая высота. И отсюда виден весь этот замечательный регион, вплоть до города Хайфа. После поражения восстания Дар-эль-Умара от османских войск крепость медленно приходит в запустение. Ее полуразрушенные укрепления используют пастухи, загоняя в старинные залы отары овец. А в середине 20 века старая крепость снова послужила для защиты своих обитателей. Основанный в 1946 году здесь кибуц Ихиям, уже в конце 1947-го подвергается атакам арабских банд в ходе войны за независимость Израиля. В кольце блокады защитники пребывали почти целый год, но сумели отстоять и крепость, и свой кибуц. Весна украсила древние руины свежей зеленью травы, ароматом цветущих деревьев, и некогда грозная крепость словно растворяется в этом благоухании. Ближневосточная израильская весна поражает буйством красок. Вот еще совсем недавно земля была абсолютно черной, но прошли дожди, слегка потеплело, и вся земля покрылась зеленью и настоящим цветочным ковром. Да, весна – это всегда здорово. Сегодня благоустроенный парк, разбитый вокруг крепости, входит в список исторических заповедников Израиля. А кибуц Ихиам, уютно расположившийся возле старых стен, живет спокойной и размеренной жизнью, ничем не напоминающей бурную историю старого замка.